Привет, друзья! Сегодня Германия обсуждает идею, которая может изменить баланс внутренней безопасности. Власти обсуждают перестановку федеральной полиции, часть сотрудников могут перевести с границ на железнодорожные вокзалы. Одни считают это шагом к безопасности, другие ослаблением контроля. В это время Китай неожиданно приостанавливает закупки российской нефти по морю после новых санкций Соединенных Штатов Америки. Решение уже затронуло и Индию, и мировой рынок. Немецкая промышленность выражает обеспокоенность, экономисты прогнозируют снижение занятости, а канцлер Фридрих Мерц изучает новые меры поддержки отрасли в Германии. В это же время Китай, наоборот, делает рывок в энергетике. Впервые производство из солнца и ветра превысило уголь. Мир может стоять на пороге новой энергетической эпохи, которую задаст именно Китай. При этом в самой Германии растут социальные расходы, города просят помощи у федерального правительства Мерца, а строительный сектор готовится к спаду и проблемам с ростом цен на недвижимость. Прямо сейчас разберу все подробно, подписывайтесь на канал, впереди самые важные новости Германии и Европы последнего часа. Итак, в Германии разгорелся спор о границах полномочий полиции. Представители социал-демократов, СДПГ и Зеленые предлагают перебросить часть федеральной полиции с границы на железнодорожные вокзалы. Они считают, что там необходима усиленная охрана и контроль. Инициатива вызвана ростом преступности в крупных железнодорожных узлах. По официальной статистике, в период с января по май 2025 года на головном вокзале Лейпцига, внимание, было зафиксировано 203 случая телесных повреждений. Это больше, чем в Кёльне или Берлине. Профсоюз полиции предлагает расширить полномочия, включая возможность профилактического контроля прямо в залах вокзалов. Оппоненты, прежде всего представители блокирующей партии ХДС, выступают против. Они заявляют, что нельзя ослаблять защиту у границ, перекладывать силы на инфраструктуру внутри страны. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер также призывает увеличить персонал на вокзалах и назвал текущую ситуацию недостаточной. Если предложение СДПГ, Социал-демократической партии Германии, и Зеленых будет принято, власти начнут масштабную переброску сотрудников. Часть из пограничного контроля уйдет именно на патрулирование вокзалов и контроль общественного порядка. Это станет серьезным переломом в подготовке к внутренней безопасности Германии. Следующая новость начинается самое неожиданное. Китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти по морскому пути. Это решение последовало за введением новых санкций Соединенных Штатов Америки против крупнейших российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл. Санкции запрещают любую экономическую деятельность с этими компаниями, включая, кстати, и финансовые операции и поставки нефти. Китайские компании решили приостановить закупки российской нефти по морскому пути, опасаясь вторичных санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Однако стоит здесь отметить, что Китай продолжает получать российскую нефть через трубопровод, ежедневно импортируя около 900 тысяч баррелей, что составляет значительную часть его потребностей. Ранее Индия, напомню, также объявила о намерении сократить закупки российской нефти по морю, ссылаясь на новые санкции Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Таким образом, Китай и Индия являются крупнейшими покупателями российской нефти, начинают ограничивать свои закупки, что может оказать значительное влияние на российскую экономику. Ситуация продолжает развиваться, и дальнейшие шаги именно Китая и других стран будут зависеть от реакции Соединенных Штатов Америки и международного сообщества на эти изменения в энергетической политике. Следующая новость вызывает обеспокоенность курсом канцлера Фридриха Мерца. Немецкая промышленность переживает один из самых заметных спадов последних лет. И эксперты выражают обеспокоенность. Китай значительно опережает Германию по темпам развития. По словам экономистов, ежемесячно исчезает порядка, внимания, 10 тысяч рабочих мест в ключевых отраслях. По оценкам экспертов, компании все чаще рассматривают перенос производства из Германии за границу, мотивируя это высокими затратами на энергию, бюрократию и отсутствие инвестиций. Было отмечено решение не в возврате к старым моделям, а именно в новых устойчивых реформах, особенно в области энергоперехода и модернизации заводов. Эта ситуация служит важным сигналом, если Германия не стабилизирует промышленный сектор и не ускорит модернизацию экономики, существует риск технологического отставания от Китая. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. А что же происходит в самом Китае? Китай в это время, пока Германия топчется на месте, совершает технологический рывок в энергетике
и задает глобальный темп перехода на возобновляемые источники. В первой половине 2025 года, внимание, суммарная мощность солнечных и ветровых электростанций в Китае превысила производство из угля. Это исторический поворотный момент мировой энергетики. Китай обеспечил более половины нового глобального прироста солнечной энергии и около 80% прироста ветровой мощности. В результате этого, назовем так, массового вклада, внутренняя выработка на ископаемом топливе снизилась примерно на 2%, а углеродные выбросы в энергетическом секторе сократились на 46 миллионов тонн. Такой прорыв возможен благодаря именно масштабным инвестициям и доминированию Китая в производстве ключевых компонентов. Напомню, он производит значительную часть мирового объема солнечных панелей и ветровых турбин. Эксперты называют Китай лидером в сфере чистой энергетики, отмечая, что именно он задает темпы глобальных энергетических преобразований. Этот энергетический прорыв не просто технологическая победа Китая, он меняет расстановку сил именно в мировой экономике и энергетике. Страна, которая контролирует основу будущей энергетики, приобретает региональное и глобальное влияние. В Германии усиливается нагрузка на систему социального обеспечения. Муниципальные власти сообщат о стремительном росте расходов, связанных с выплатами пособий и предоставлением социальных услуг. По данным Ассоциации городов, объем социальных затрат в некоторых регионах, внимание, уже превышает 20% местных бюджетов. Основными статьями остаются это поддержка безработных, уход за пожилыми, программы помощи людям с ограниченными возможностями и содержание детских учреждений. За последние 5 лет расходы выросли на десятки процентов, что создает серьезное давление на бюджет коммун. Руководители земель предупреждают, без участия федерального правительства ситуация может стать критической. Экономисты называют происходящее системной проблемой, растущие социальные обязательства вытесняют инвестиции в инфраструктуру, образование и транспорт. Власти требуют пересмотра распределения финансов между федеральными и региональными уровнями, чтобы сохранить устойчивость социальной системы Германии. А дальше еще интереснее. Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn готовится усилить кадровый резерв. В 2026 году она планирует принять на работу, внимание, 5200 молодых специалистов, стажеров и студентов. Основная задача этих сотрудников – это работать на железнодорожных диспетчерских пунктах, где управлять сигналами и стрелками, чтобы обеспечить бесперебойное движение поездов. Хочу обратить ваше внимание, что это решение принимается именно вопреки планам по сокращению штатов в центральном аппарате. Хотя часть сотрудников покинет компанию, акцент смещается именно на стабилизацию работы критически важной инфраструктуры. Руководитель профсоюзов железнодорожников Мартин Буркерт отметил, цитата, «Инфраструктура находится в сложном состоянии и вовлечение молодых специалистов поможет стабилизировать работу системы». Он также отметил, что без роста числа кадровых резервов ситуация с пустыми диспетчерскими станет еще серьезнее. На фоне этого Deutsche Bahn уже анонсировала, что сокращения затронут административные и штабные отделы. Я вам об этом говорил. Глава департамента по персоналу Мартин Селлер подтвердил, что приоритет сохранен для технологических и операционных звеньев компании. Эта стратегия рассчитана на долгосрочный эффект. Новые, назовем так, решатели проблем помогут избежать простоев и сбоев, особенно на второстепенных маршрутах, где нехватка кадров проявляется наиболее остро. Следующая новость усиливает динамику общей картины происходящего. На фоне проблем с поставками полупроводников правительство Германии объявляет о мерах по снижению зависимости от иностранных чип-поставщиков. Я вам рассказывал, что ситуация усложнилась после перебоя у нидерландского производителя Nexperia, из-за чего автозаводы столкнулись с риском временной приостановки производства. Федеральное министерство экономики заявляет, что уже ведет переговоры с Китаем и европейскими фирмами, а также активирует стратегию по развитию микроэлектроники, одобренную недавно в Кабмине. Канцлер Фридрих Мерц намерен посетить Саксонию и встретиться с представителями полупроводниковой отрасли. Министерство подчеркивает, в новых мерах приоритета дается именно укреплению резерва чипом, диверсификации цепочек поставок и созданию производственных мощностей внутри страны. Технологический союз Битком отмечает, 91% предприятий промышленности и IT-сектора зависят именно от полупроводников. Для 80% таких фирм перебои в поставках
Это критический риск. Особое давление ощущают автопроизводители. Остановка конвейеров становится реальной угрозой при отсутствии запасов. Экспертное сообщество приветствует шаги правительства Мерса, но требует четких сроков и промежуточных контрольных точек. Председатель Технологического союза Битком Ральф Винтергерст подчеркнул, меры должны быть не декларативными, а осязаемыми. Новая политика направлена не на краткосрочный эффект, на долгосрочный технологический суверенитет. Поэтому Германия хочет стать способной производить критически важные чипы самостоятельно в Германии и не зависеть от внешних шоков. И это не единственное, что сегодня взбудоражило политику и экономику Германии. В авиакомпании Люфтганза усиливается напряженность в переговорах с пилотами. Профсоюз пилотов заявил, что переговоры о пенсионном обеспечении сотрудников зашли в тупик. Ранее пилоты проголосовали за возможность начать забастовку. Большинство поддержало это решение. Главная причина, напомню, разногласий – это размер пенсионных выплат и условия карьерного роста. Дополнительно вызывает споры решение Люфтганза переместить часть рейсов в дочерние компании, что напрямую влияет на условия труда самих пилотов. Руководство Люфтганза готово продолжать переговоры, но подчеркивает, что предложения профсоюзов требуют значительных финансовых затрат. Если забастовки состоятся, могут возникнуть временные изменения в расписании и ограничения части рейсов компаний по Германии и Европе. Ситуация остается все-таки напряженной, и пассажирам рекомендуется следить за официальными сообщениями Люфтганза о возможных изменениях в рейсах. А следующая новость способна даже удивить. В Германии растет число городских энергетических компаний, планирующих, внимание, отказаться от использования природного газа. По данным опроса Ассоциации городских коммунальных предприятий, почти каждое пятое предприятие намерено прекратить эксплуатацию своих газовых сетей. Вместо этого они планируют развивать системы централизованного отопления и использовать тепловые насосы. Однако 46% компаний еще не определилось с дальнейшей судьбой своих газовых сетей. Некоторые рассматривают возможность частичной модернизации, включая переход на зеленые газы, такие как водород или биометан, но это решение в основном касается среднего бизнеса. Отказ от газа может повлиять именно на стабильность энергосбережения, особенно в домах, не подключенных к центральной системе отопления. В городе Мангейм, например, местная энергетическая компания MVV объявила о намерении прекратить эксплуатацию всей газовой сети к 2035 году. Это вызвало вопросы у жителей, которые пока не имеют доступа к альтернативным источникам тепла. Ассоциация городских коммунальных предприятий предупреждает, что без четких государственных регуляций по выходу из эксплуатации газовых сетей потребители могут столкнуться с неопределенно высокими затратами. Организация призывает правительство разработать ясные правила для плавного перехода от газа к альтернативным источникам энергии. Ключевым элементом в этом процессе, конечно, является планирование тепловых сетей на муниципальном уровне. Согласно законодательству, такие планы должны быть разработаны в городах с населением более 100 тысяч человек к середине 2026 года, а в остальных городах к середине 2028 года. Это позволит владельцам жилья выбирать между подключением к централизованным системам отопления, установкой тепловых насосов или другими экологически чистыми решениями. Но это лишь вершина айсберга происходящего. В Германии ожидается значительное сокращение темпов строительства жилья. По прогнозу Института немецкой экономики, в 2025 году будет построено, внимание, около 235 тысяч новых квартир, что на 17 тысяч меньше, чем в прошлом году. В 2026 году этот показатель может еще снизиться до 215 тысяч единиц. Основной причиной этого спада является резкое сокращение числа выданных разрешений на строительство в предыдущие годы. Как отметил эксперт Института немецкой экономики Ральф Хенгер, только те проекты, которые были одобрены ранее, могут быть завершены в ближайшее время. Кроме того, время от получения разрешения до завершения строительства увеличилось до 26 месяцев, а для многоквартирных домов до 34 месяцев. Несмотря на усилия министра жилья, городского развития и строительства Германии Верены Хубертс по ускорению строительного процесса, ситуация остается все-таки напряженной. Снижение темпов строительства при постоянном высоком спросе на жилье может привести к дальнейшему росту цен на аренду и усилению жилищного кризиса, особенно в крупных городах.
Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.